Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня в этом видео я покажу свои парфюмерные покупки. Но это будут не просто парф-покупки, а парф-покупки на день рождения. Те ароматы, которые я давно хотела, к которым я давно присматривалась. И вот, можно сказать, появился повод порадовать себя. Ароматов будет не так много, их будет всего 5, но это самое-самое желанное. Также расскажу все коды, явки и пароли, где я их купила. И если вам интересно, то оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Начать хочу с самой главной парфюмерной покупки, с того аромата, который я очень давно хотела. Мне кажется, за последние 2 месяца я просто все уши вам прожужжала про то, что я влюбилась в 2 аромата бренда By Kilian. Это «Запретные игры» и «Опасные связи», и рассказывала про то, как сильно я эти ароматы хочу. Так вот, один из этих ароматов я все-таки купила. Это «Запретные игры». Сейчас вместе распакуем эту чудесную коробку. Это мой первый аромат By Kilian в таком формате. В моей коллекции есть яйца Fabergé от By Kilian, а вот такого полноценного флакончика еще не было. Поэтому для меня это двойная радость быть обладателем вот такого чуда. Купила я этот аромат на сайте Духи РФ. Во-первых, на By Kilian, на Духи РФ самая приемлемая цена. Во-вторых, мне дали 10% скидку на день рождения. И в-третьих, я практически, наверное, полгода копила бонусы для того, чтобы, опять же, снизить стоимость. И мне этот флакончик достался по очень привлекательной цене. Объем 50 мл. Про коробку. Коробка просто потрясающая. Я не стала себе брать фирменную шкатулку, потому что за шкатулку не хотелось переплачивать. Ну и вот эта коробка просто как произведение искусства. Она плотная, она красивая. Вот так открывается. И вот так все это смотрится. Согласись, очень красиво. Подарочный вариант. В коробке была карточка. И, собственно говоря, сам флакон, коробка черная, флакон белый. Давайте достанем его. И я расскажу вам еще раз про этот потрясающий аромат. Вы знаете, для меня запретные игры не ассоциируются ни с чем запретным. Здесь нет никакого мама криминал, никакой провокации. Скорее, для меня это очень даже повседневный, спокойный аромат. Здесь персик и яблоко, они и сочные, и в то же время они и кисленькие, и сладкие, очень-очень многогранные. Помимо этого, я уже рассказывала, что я чувствую здесь натуральные личи. Как в супермаркете, когда завозят в январе, я покупаю спелые личи, из них брызжет соком. Я очень люблю этот фрукт или ягоду. Кто знает, личи это фрукт или ягода, напишите в комментариях. И в базе проявляется нежный аккорд корицы, то есть он не восточный, это не специи. Специи просто где-то там на фоне корица. Белые цветы и ваниль. Очень сбалансированный аромат, у него потрясающая стойкость, я это уже оценила. Ну и для меня, повторюсь, он повседневный, как классный ежедневный вариант. Купила запретные игры, теперь буду стремиться купить еще и опасные связи. Идем с вами дальше. Следующая моя парф-покупка это 10 мл Фредерик Маль. По-моему, 15 или 16 или даже 15 и 16 июня в Золотом Яблоке была скидка на бренд Фредерик Маль 20%, и я очень давно хотела купить себе этот аромат Lipstick Rose. Поняла, что время пришло, купила 10. Вообще, вы знаете, у меня очень много флаконов в коллекции, я думаю, что это видно на заднем фоне. И если какой-то аромат можно купить именно в фирменном таком пробнике, в фирменной миниатюре с распылителем, то есть спрей, то я покупаю в последнее время именно такой вариант. Ну, потому что не хочется, чтобы флаконы стояли. Лучше я сношу эту 10, и если она у меня быстро кончится, я куплю еще одну 10. Или если я пойму, что этот аромат супер быстро расходуется, то в следующий раз я куплю себе вариант побольше. Вот такой красивый фирменный пробник аромата, который мне очень нравится. Для меня это тоже повседневный вариант. Я в первый день пошла в нем на улицу и сразу получила комплимент на его шлейф, потому что здесь, правда, очень длинный шлейф. Это красивый помадно-косметический аромат, в котором 2 грани. С одной стороны жирная будуарная помада Color Riche,
И вот эта сторона, она придает аромату какой-то помпезности. А с другой стороны, это женственность, это скромность, это нотки фиалковой пудры, очень легкие, как будто бы эта пудра облачком просто повисла в воздухе. Я вам рассказывала про свои ассоциации с примой театра или балета, которые готовятся к выходу. То есть вроде как в ней есть помпезность, в этот вечер все взгляды будут обращены на нее, но, возможно, она нервничает перед выходом. То есть есть в этом аромате какая-то скромность. Да, это про абсолютную женственность, но не про открытую, не такую в лоб, а скорее про закрытую, то есть женственность с изюминкой. Очень мне понравился аромат, с огромным удовольствием буду носить. Как уже сказала, купила в Золотом Яблоке, и, кстати, да, именно в Золотом Яблоке периодически бывают скидки на бренд Фредерик Маль. Следующий аромат, который у меня есть, это тоже моя давняя хотелка, Tom Ford, табак и ут. Долго присматривалась к этому аромату, купила себе в остатке во флаконе 40 мл на сайте Духи РФ. Во-первых, я очень довольна, что мне пришел не тестер, а именно фирменный флакон в коробке. И здесь остаток от сотки. Учитывая то, что в моей коллекции есть несколько похожих ароматов на этот, это Tom Ford табак и ваниль и Noir de Noir. Ну да, они, конечно, все разные, но плюс-минус по звучанию они как-то в одном направлении. Я решила, что 40 мл мне будет достаточно. Здесь табак точно такой же, как в табак и ваниль, только вообще без ванили, без сладости. А вместо ванили здесь очень классный акцент крепкого алкоголя, виски или коньяка. И именно этот акцент делает аромат вроде как и строгим, при этом очень тягучим, обволакивающим. Здесь есть какая-то брутальность, вы знаете, по звучанию он, наверное, больше с мужским уклоном, но именно такие ароматы мне очень нравятся в холодную, промозглую осеннюю погоду. Мне кажется, что это очень стильно. Табак, крепкий алкоголь, ут, немного фирменных землистых фордовских пачули. И в базе еще проявляется ладан, это как дымящаяся трубка такого, знаете, дорогого табака. В общем, влюблена в этот аромат, с огромным удовольствием буду осенью носить. Сейчас летом, конечно, нет, но осенью, я думаю, мы очень подружимся. Следующий аромат и моя следующая парфюмерная хотелка — это Coco Noir. Также рассказывала на своем канале, что очень хочу этот аромат, и наконец-то чудо свершилось. Купила в Рив-Гоше. В Рив-Гош весь год копятся бонусы, и эти бонусы вы можете потратить как скидку на какой-то аромат, ну или не только аромат, на косметику, на день рождения. Выгоднее всего приобретать именно Шанель, потому что, как мы знаем, на Шанель скидок не бывает вообще. И этот аромат без скидок стоит 6500, по скидкам в Рив-Гош 4600. В Рив-Гош вроде как на Шанель цена не намного, но ниже, чем в других магазинах. И я, честно говоря, думала, что вот эти мои бонусы, они будут вычитаться от цены золотой карты, то есть от 4600 рублей. Но мои бонусы вычитались от полной цены, я не поняла немного почему так, что за хитросплетение. Но в общем, свой флакон я купила за 3800 с учетом вот этих бонусов. Выгоднее, конечно, чем везде, но немного не то, на что я рассчитывала. Мне дали еще подарок. Там был пробник пятерки и также тушь. В общем, вернемся к моему флакону, который я очень давно хотела. Я купила себе в объеме 35 мл. Сначала мне показалось, что этот аромат чем-то напоминает классический аромат Coco Mademoiselle, но потом я поняла, что вначале, может быть, по общему звучанию они и похожи, но в целом они абсолютно разные. Это более, наверное, терпкая, более вечерняя версия, хотя здесь есть узнаваемая база Шанель. Во всех ароматах Шанель вот есть какая-то нота, которая проходит красной линией сквозь весь аромат, за счет чего можно понять, что это Шанель. Я не знаю почему, но, по крайней мере, люксовые ароматы у них реально очень узнаваемые. Этот аромат очень многогранный и переливчатый. Я здесь чувствую какие-то нотки горьких трав, супер нетривиальные цитрусы, которые, мне кажется, есть только в Шанель. Цитрусы порой даже с какими-то алкогольными нотками. Немного в меру колких пачули, а в базе еще проявляются роза и теплые нотки
шоколада. Все это очень сбалансировано, каждая нота дополняет другую, ничто не выходит на передний план. В общем, влюблена. И последняя покупка, это моя добрая традиция, уже второй год подряд, себе на день рождения я покупаю Lost Cherry. В прошлом году я покупала флакончик 50 мл, и кто только не претендовал из моих знакомых на этот аромат. Пару раз я делала от Леванты по 5 мл, я этот аромат много носила на себе, и в итоге я продала остаток во флаконе 15 мл своей знакомой, потому что, если честно, меня просто достали, и я решила себе купить 30-ку в этом году, чтобы больше никто на мой флакон не претендовал. Это мой самый любимый аромат, это моя самая любимая многогранная вишня. Не буду сейчас много рассказывать, просто это правда, 50 оттенков вишни. Она здесь настолько натуральная и в то же время настолько разная, и табачная, и кальянная, и вишня в специях, и вишневый сок, и вишневый ликер. В общем, это просто очень красиво, и теперь я и 30 мл вишни Форда вместе неразлучны, и надеюсь, больше никто не встрянет в наши отношения. Свой флакон любимейшей вишни Форда я купила в Сефоре, в интернет-магазине Сефора, потому что самой Сефоры нет в моем городе, заказала доставку и забрала в Пикпоинт. Теперь мы вместе, и мы счастливы. И на этом все, показала вам свои покупки на день рождения, все самое желанное, те ароматы, которые я давно хотела, и наконец-то они у меня появились. Рассказывайте в комментариях, с какими из этих ароматов вы знакомы, что вам нравится, что не нравится, и также рассказывайте о своих парфюмерных желаниях. Есть ли у вас какие-то парф-хотелки, о которых вы давно мечтаете? Я с удовольствием почитаю ваши комментарии. Также, как всегда, я приглашаю вас в свой инстаграм, в котором я пишу посты о парфюмерии. Если вам близка и интересна эта тема, то переходите по ссылке в описании и подписывайтесь. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Если оно вам понравилось, то ставьте пальчики вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Всем отличного настроения и всем пока-пока!